Ни. Сам. Ши. Го. Ро. Шич. Хач. Кю. Дзю. Ич. Ни. Сам. Ши. Го. Ро. Шич. Хач. Кю. Дзю. Ич. Дальше. И сейчас вход вперед, скип, бум. И дальше назад, скип. Все, больше ничего нет. Резко туда, резко обратно. Переходим на подпружиненные коленки. Делаем. Ищи! Теперь Кокус удачи. Кокус удачи. Мы сейчас из кокус удачи штолки отыгрываем вот эту фазу. Делаем чуданзуки. После этого уходим назад. Кокус удачи штолки. И дальше повторяется все то же самое. Топ. Дальше топ. Все, больше ничего не делаем. Си, сядь. Шипо, сядь. Ловим баланс и как-то пытаемся в какой-то скоростной фазе оказаться. У нас на YouTube-канале есть ролик по методе. Там даже не один ролик, там много роликов, но есть и компоновка всего в одну. Кизами Дзуки, как оно там пошагово все идет. Там конкретно показана работа с воображаемым копьем, которая трансформировалась в некую палку. Первые 10. Молодец. Вторые 10. Идея по пути удачи от макушки и до пятки тебя пронизала всего. То есть рука-то туда вылетает, а за счет чего она будет бить? То есть если масса там, знаешь? То есть вот эти вот вещи, с ними нужно разобраться. Это раз. Второе, нужно четко понимать, что окажись мы с боксером на его дистанции и не сумев отыграть какое-то движение первыми, у нас шансов нет. Окажись мы в клинче с каким-то борцом, у нас шансов нет. И это неплохо, это здорово, потому что мы знаем свои сильные стороны. Поэтому мы боксера не должны пускать в его дистанцию, борца не должны пускать в его дистанцию. Понимаете? То есть мы не говорим, что у нас самая лучшая система. Нет. Она такая же, как и все. Просто нужно в ней детально разобраться. Теперь, друзья мои, дзенкуцу дачу. И снова комедия в стиле Друки. Это мой любимый жанр. Мы стоим, я считаю, ич.
и мы идем к яй. Встанем. Мы должны сделать 4 таких цикла. Яй должен быть такой, чтобы с той стороны улицы принесли мороженое. Приготовились. Момент тычка – это раз. Момент длины стойки – это 2. Момент одновременности работы по приходу в точку – это 3. Вот 3 этих фазы сейчас постарайтесь посмотреть. Если мы сейчас говорим про стойку, то она какая? Она скорее укорочена. Правильно? Влияет ли это на силу удара? Безусловно. Безусловно. Выигрыш в силе, проигрыш в пути. И наоборот. Закон Архимеда. Иди встань в это место. Из того места сделай задорненько так, давай. Столько понятно, что он еще раз, но если брать пропорцию, длиннее, чем у меня, длиннее. И где находится тогда усилие на смене рук? На жопе, правильно. На жопе. То есть длинная стойка заставляет его, ну и в такой схеме двигающихся сил, тянуться за рукой. То есть кажется, и это тема, которая работает в нашем поединке на коротких дистанциях, что когда мы стоим, здесь, и кажется, что я вот сейчас вот так вот дотянусь, то зачем включать бедро, если я все равно достану? Так я достану для чего? Чтобы его раззадорить? Тогда да, надо тянуться и там раззадорить занозу, да? Но если я хочу с ним что-то сделать, тогда нужно включать бедро, и оно будет там включаться. Понимаете? То есть техника работает здесь. Мы сейчас прогоним еще одну дорожку, такую же, еще одну дорожку. И стойка укорачивается. Теперь следующий момент. Ски, которые я делал, я бил куда? Солнечное сплетение. Куда бил он? Никто не знает. Никто не знает. То есть там все удары были, то есть друшлаг сделал из соперника максимальный, но так и не попал туда, куда надо. Поэтому движение здесь. Здесь. Момент передергивания и сразу пункт. Передергивать нужно научиться вбивать и расслабляться, вбивать и расслабляться. Идти все время, изображая сильного человека, ущербно, потому что мы до финиша не дойдем, мы устанем. Давайте. Все то же самое. Теперь, то, что должно формировать, собственно, длину стойки для выполнения тычка. 2 руки, 2 кулака, счет, ич. Я пошел, забрал длину. Одна схема, вторая схема, ич. И срослось? Срослось? Не срослось. Мы сейчас стоим в этом положении. Я считаю ич. Мы выдергиваем через прижатие локтей 2 хиппи. После этого шагаем, сбрасываем руки. Это мы уже цепляем чуть-чуть вторую тренировку Джинрони, да? Сделай, как ты сейчас это делал. Спокойно. Да-да-да, держи. Не, сюда. Да, вот он сейчас послушает и не услышит. Сначала надо забрать, а потом начать ноги. Сначала забрать. Не. Сначала забрать. А потом вам.
Да, вот так. Теперь смотрите, он молодец, Сергей хороший человек, но я не показывал то, что он сейчас сделал. Да, я там уже не делал акцент, но в чем заключается фишка? Он сейчас две руки воткнул в одну точку. При вот таком положении создать усилия впереди нельзя. Мы к этому вернемся на второй тренировке более подробно, но так оно не работает. Мы там попробуем потолкать друг друга. Я хочу, чтобы вы сделали то, что я реально прошу сделать. Реально прошу сделать. Вот стоят кулаки. Если мы говорим про некую морфологию, то костяшки указательных пальцев, когда мы бьем локти, да, туда или сюда, они идут до касания груди. Конкретные точки на груди – это сосок, один или второй. Так вот, направление костяшек по соскам. Вы потом на второй тренировке поймете почему. Мы делаем то, и на шаг вперед нужно в эту же точку попасть. Ни в коем случае не сюда или там как-то здесь, а вот именно по этим соскам. Почему? Во-первых, когда мы формируем кулак от мизинца, у нас формируется некая скошенная форма кулака. И мы попадаем тогда фалангой, костяшкой указательного пальца. И создавая усилие от сих вперед, мы воздействуем на грудину в двух противоположных направлениях. То есть здесь хрящ посередине, здесь некая кость, две кости. И мы воздействуем туда, таким образом проламывая что-то. Когда мы пытаемся засунуть два сустава в одно место, то не заходит ни один, ни второй. То есть мы сами себе мешаем. То есть получается не удар, а толчок. Площадь касания поверхности в 2 раза больше. Срослось? Срослось. Сейчас пробуем эту тему сделать. И на каждом шаге 5. Помним, что сначала хиките, потом ямацкий. Хиките, ямацкий.